Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня у меня кулинарный эксперимент. Буду готовить новое блюдо и сразу снимать его на видео. Я немного волнуюсь, так как это блюдо придумала сама и готовлю впервые. Если вам интересно, что у меня в результате получится, оставайтесь со мной, поудобнее располагайтесь у ваших экранов и поддержите мой эксперимент вашими лайками и комментариями. Беру парочку молоденьких кабачков и отрезаю все лишнее. Нарезаю кольцами, вот так. Ой, нет, вот так. Также кружочками нарезаю помидоры. И еще нарежу сыр, подойдет моцарелла, сулугуни или другой легко плавящийся сыр. Вот такая красота получилась. Немного солю кабачки и оставляю минут на 10, чтобы они хорошо просолились и были достаточно солеными в готовом блюде. В миску кладу фарш, у меня здесь 600 грамм фарша из свинины с курицей, и добавляю немного сваренного до полуготовности риса. В блендере измельчаю луковицу и отправляю ее к фаршу. Также в блендере измельчаю по полпучка петрушки и укропа и пару зубчиков чеснока. Добавляю зелень с чесноком к фаршу. Фарш солю и перчу по вкусу. Хорошо перемешиваю фарш с рисом и специями. Все готово, начинаю собирать блюдо. Беру форму с высокими бортиками, собираю вот такую гармошку и укладываю в форму. Покажу помедленнее. Беру кружок кабачка, кружок помидора, ломтик сыра и котлетку из фарша. Приготовь, поделись, подпишись. Посмотрите, друзья, какая красота получилась! Вот такой овощной светофор. Блюдо получается такое яркое, красивое и сочное, просто глаз не отвести. И это так красиво, что хорошее и даже праздничное настроение вам просто гарантировано. И для того, чтобы блюдо получилось еще более сочным, я сделаю заливку. Смешиваю 150 грамм сметаны, по щепотке соли и перца, немного паприки. И разбавляю соус водичкой до желаемой густоты. Много воды не добавляю. Перемешиваю. Заливаю кабачки получившейся заливкой. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов и запекаю час-полтора, пока кабачки не станут достаточно мягкими. Вы только посмотрите, какая красота получилась! А аромат просто божественный, разносится по всему дому. Уже не терпится попробовать. Друзья, я просто счастлива, мои надежды оправдались, и блюдо получилось очень вкусным. Попробую передать его вкус и вам. Только представьте, чуть упругие кольца кабачков с сочными спелыми помидорами, ароматным мясным фаршем и сыром сулугуни. И все это в нежном сметанном соусе. Просто фантастика. А готовится быстро и просто, правда, друзья? Так что считаю эксперимент удачным. И вы обязательно попробуйте, уверена, вам понравится. Такие кабачки с фаршем в духовке можно готовить все лето, пока сезон кабачков в разгаре и хочется приготовить вкусный, легкий и быстрый ужин. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями и любимыми подругами. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Новые видео выходят 2 раза в неделю. Всем желаю прекрасного настроения, тепла, радости и счастья. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся. Пока-пока.